Хуану было почти 70 лет, когда он покинул дом своего сына и сел в машину, на которой его отвезли в дом престарелых, где, как он думал, он проведет последние годы своей жизни. В каком-то смысле он был счастлив, ведь он не будет помехой и обузой для своей семьи. Но когда он прибыл в пункт назначения и увидел, куда его привезли, он заплакал. История, которую вы сейчас увидите, это правдивый случай о том, как некоторые дети могут относиться к своим родителям. Хуан начал забывать многие вещи в своей жизни. Он также чувствовал сильные боли в теле. Старик осознавал все свои недуги, и поэтому сейчас у него было огромное желание отправиться в дом престарелых. Он не хотел быть обузой для сына и невестки. Ему было неприятно осознавать, что теперь он зависит от других. С тех пор, как Хуан стал жить с детьми, они начали избегать его. Каждый день дети приходили домой поздно и ложились спать, и даже не разговаривали. Вначале они ели вместе за столом, а теперь на это не было времени. Они оправдывались, говоря, что это из-за работы. Дети также наняли женщину, которая приносила старику обед и ужин. Но не всю свою жизнь Хуан жил с невесткой и сыном. У него был свой дом, который остался от родителей. Однажды он встретил женщину своей мечты и жил там со своей любимой женой. На самом деле он встретил ее, когда бывший муж выгнал ее из дома. Она ушла с ребенком на руках. Хуан нашел ее на улице и бескорыстно помог ей. Через некоторое время он влюбился в нее, и, конечно же, его любовь была взаимной. Спустя годы они поженились. Но пара так и не смогла завести собственных детей. В те времена было дорого и сложно найти врачей, которые помогли бы осуществить мечту о собственном ребенке. Но у Хуана не было проблем. Он принял ребенка как своего собственного и даже дал ему свою фамилию. И всегда отдавал всего себя, чтобы его семья ни в чем не испытывала недостатка. По правде говоря, он был любящим отцом и мужем. Но после смерти Елены все изменилось. Печаль захлестнула его. Теперь, без жены, он жил один в большом доме. Сын и невестка часто навещали его, но все изменилось. Однажды, когда стемнело, Хуан зажег свечу, потому что электричество отключили, и уснул на диване. Свеча упала, и весь его деревянный дом быстро загорелся. От вдыхания дыма Хуан потерял сознание. К счастью, его вовремя успели вынести из дома, который был полностью охвачен огнем. К сожалению, пожарные приехали, когда все уже было уничтожено. Воспоминания, фотографии и вещи его любимой Елены превратились в пепел. Родственники, напуганные сложившейся ситуацией, нашли Хуана в больнице. Он впал в глубокую кому. По словам врачей, дым достиг его мозга, а также произошла сильная интоксикация. Несмотря на плохие прогнозы врачей, Хуан очнулся спустя 24 дня. Однако, когда он узнал, что случилось с его домом, он пожаловался. «Почему вы оставили меня в живых? Я не хочу здесь больше оставаться. Сынок, ты должен был отпустить меня». Приехав в дом невестки и сына, Хуан понял, что дети проводят с ним все меньше и меньше времени. Из-за их отсутствия наняли соседку, которая приносила старику еду в течение дня. Через несколько дней эта женщина, разнося еду, рассказала Хуану некоторые вещи. Сегодня утром они сказали мне, что в любой момент могут попросить меня не приходить. В наше время большинство детей такие. Когда мы достигаем определенного возраста, мы им больше не нужны. Внезапно они даже не хотят больше проводить с нами время, потому что мы для них обуза. Они практически выгоняют нас из дома. Надеюсь, они отвезут тебя в хорошее место и заведут хороших друзей, потому что я сомневаюсь, что они будут тебя навещать», — сказала соседка. «Не волнуйся, Глория. Я всегда говорил им, что лучше не приводить меня в их дом. Я попрошу их отдать меня в дом престарелых, где я никому не буду в тягость», — сказал Хуан, глядя вниз. И вот старик наконец понял, почему его сын и невестка не проводили с ним столько времени. Он понял, что был помехой в доме. Время шло.
Однажды сын и невестка даже не пришли переночевать. Самым печальным было то, что в тот день у Хуана был день рождения, и хотя утром он получил поздравления от детей, он надеялся провести с ними больше времени. Через несколько дней сын вернулся домой с работы вместе с женой, и они обнаружили Хуана с горстью таблеток. К счастью, они подоспели вовремя, чтобы избежать трагедии. «Я больше не хочу жить! Я больше не хочу быть обузой! Лучше отвезите меня в психушку. Пожалуйста, сынок, я несчастлив здесь, в этих 4 стенах. Я больше не хочу жить! Сын, не будь злым! Отпусти меня! Ты уже так много для меня сделал. Почему бы тебе не продать мою землю и заплатить за приют?» – умолял старик. «Папа, сейчас не время говорить об этом. Тебе лучше пойти отдохнуть. У меня сегодня был очень напряженный день, и я не хочу говорить с тобой об этом», – строго ответил сын. «Если ты не хочешь вести меня в дом престарелых, тогда я сам пойду и поговорю с директором», – сказал Хуан. В тот день сын отправился спать, оставив отца разговаривать с самим собой. Прошло еще несколько месяцев, а старика все еще не отвезли в дом престарелых. Он очень хотел, чтобы его забрали. Он не хотел чувствовать себя несчастным и раздраженным. Но однажды сын принес ему какие-то документы. Старик спросил, что это такое. «Папа, это чтобы продать твою землю. А на вырученные деньги я заключу договор с домом престарелых. Через несколько дней ты сможешь поехать. Там просторно, есть большой сад, и ты будешь чувствовать себя как дома», — с улыбкой сказал сын. Старик почувствовал облегчение и счастливо вздохнул, не читая того, что было написано в документе. Однажды, видя, что его все еще не отвезли в дом престарелых, отец спросил, «Вы уже продали землю? Когда ты отвезешь меня в дом престарелых?» «Папа, я все еще не могу найти покупателя. Будь терпеливее», — ответил сын. Проходили дни, а старика все не брали, и вот однажды в пятницу вечером, когда сын вернулся домой с работы, старик уже ждал его и сказал ему, «На следующей неделе я сам пойду искать дом престарелых. Пусть мне дадут любую кровать, это уже не имеет значения». Сын попытался отшутиться. «Ну тогда тебе придется подождать, пока какой-нибудь старик умрет, прежде чем тебе дадут кровать, а пока они наверняка заставят тебя спать на полу». На следующий день сын и невестка вышли с новой одеждой и принадлежностями, а также с простынями и полотенцами, и Хуан подумал, что это для него. Возможно, это были необходимые вещи для помещения в дом престарелых. Пожилой мужчина почувствовал огромное облегчение. Он не стал спрашивать об этом, будучи уверенным, что так оно и есть. Затем он вышел в парк перед домом, чтобы подышать свежим воздухом, мысленно говоря, «Наконец-то я смогу уйти». Однако, вспомнив слова соседки Глории, он вдруг погрустнел. В этот момент старик понял, что соседка была права. Может быть, теперь детям будет легче жить без него дома. Хуан отправился в свою комнату и начал складывать все свои вещи по чемоданам. Он старался делать это как можно быстрее, потому что боялся, что сын может передумать. И вот он вышел из дома, как вдруг встретил на улице свою соседку, которая поняла, что старик уезжает. Хуан сразу же сообщил ей новость. В этот момент Глория сказала, «Да, я знаю. Вчера мне сказали, что тебя здесь больше не будет. Ты будешь жить с одинокими стариками». Хуан кивнул, и ему стало грустно, но он решил, что это к лучшему. Вскоре он сел в машину. Хуан в последний раз с тоской посмотрел на дом сына, и вскоре машина поехала. Пока они ехали, старик смотрел в окно на пейзажи, надеясь с каждым пройденным километром увидеть дом престарелых, но ничего не видел. Между тем он вспоминал те моменты, когда был моложе. Момент свадьбы, дни рождения сына, моменты с женой. Он сильно скучал по ним. Внезапно его сердце опечалилось, и он пролил несколько слезинок. Старик даже не понял, куда его везут. Но вдруг он увидел, что они находятся на одинокой дороге без единого дома. Однако, чем дальше они ехали, тем больше Хуану казалось, что он видит знакомые места. Но он думал, что это все его воображение.
Потом машина припарковалась. Сын открыл дверь заснувшего старика, разбудил его и помог выйти. Хуан надеялся увидеть дом престарелых. Однако он увидел то, чего никак не ожидал. Он не мог поверить, потому что перед ним стоял сгоревший дом, полностью отстроенный заново. «Дорогой папа, надеюсь, тебе понравится. Мы сделали все как можно быстрее», — с улыбкой сказал сын. Тем временем старик был действительно ошеломлен и ошарашен. Он не думал, что такое может случиться. Сын добавил: «Как жаль, что еще осталось кое-что сделать, но у тебя уже есть все необходимое. У тебя есть кухня, ванная, огромная комната для сна, кондиционер и отопление. Единственное, что тебе придется делать, это ухаживать за своим садом, который ты так любишь. Кроме того, мы купим вам генератор, если однажды отключат электричество. Кстати, у меня есть для тебя еще кое-что. Один из пожарных нашел этот альбом». Открыв его, Хуан увидел фотографии своей молодости с женой. Мужчина расплакался, как ребенок. Старику казалось, что он попал в сон. Видите ли, как только дом сгорел, сын с помощью невестки и соседей начал его отстраивать. Они также изменили некоторые участки земли. Из-за этого он обманом заставил отца подписать какие-то бумаги, чтобы получить разрешение на новое строительство. Старик всегда думал, что это делается для продажи его земли. Кроме того, именно по этой причине сын и невестка не проводили много времени со стариком дома. Как бы им этого не хотелось, потому что они строили своими руками, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, некоторые соседи сделали пожертвования. «Отец, мы не хотели говорить тебе об этом, так как хотели сделать сюрприз», — сказал сын. Старик заплакал от радости и отругал супругов за то, что они не сказали, что происходит. Но он был благодарен за такой сюрприз. Кроме того, сын не сказал ему, что они будут приезжать к нему каждые выходные, как это было раньше. Старик извинился за то, что плохо думал о сыне и невестке, считая, что они хотят выгнать его из своего дома. Несомненно, непонимание может привести человека к страданиям. Дети не расстроились и были рады видеть отца в своем доме. Несомненно, Хуан очень хорошо воспитал своего сына. Сына, который хоть и не был ему родным по крови, но был родным по сердцу. Уважение, с которым они относились друг к другу, всегда будет бесценным. В наше время, к сожалению, многие дети отправляют своих родителей в дома престарелых, чтобы те провели последние дни жизни. Иногда у детей нет времени на содержание и уход, особенно если они работают. Но есть и те, кто просто отправляет родителей в дом престарелых, чтобы снять груз с плеч. Самое печальное – это отказаться от того, кто дал нам жизнь, или, скорее, от того, кто отдал свою жизнь, чтобы позаботиться о нас. Дорогие зрители, а вы бы отдали своих родителей в дом престарелых? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.